Да свершится предначертанное, мы сегодня собираем вышку, которая у нас еще с обновки осталась. Новейшие ресурсы, которые тут нужны, уже собраны. И благодаря Видмантусу я снимаю этот видос. Спасибо заранее вам, ребят, за лайки, за комментарии, за подписки. Не забывайте обращать внимание на спонсорство. В описании вы можете найти ссылочку на спонсорство, и это просто нереальнейшая поддержка. Спасибо заранее. Итак, что мы здесь встречаем? Тех жиж, которые лежали под водой, и сейчас на нас напал зеленый громила, который полностью похож на слепого охотника, но он выглядит зелененьким. И самое главное, что давай-ка попробуем выйти с локации и обратно сюда же запрыгнуть для того, чтобы, может быть, он просто уйдет. Я не думаю, что нам разработчики дали возможность сразиться с ним. Не то, что возможность, а зачем вообще сражаться с громилой? Много способов вообще слить громилу есть. Большущее количество. Это бита с шипами, это штык-нож на калаше. Это просто зажать и расстрелять его какими-то непонятными огнестрелами. Но я думаю, что лучше всего подойдет генезис оружия. Генезис оружия достаточно прикольное, не прочности. И если у вас есть миротворцы, то берегите их на такие моменты. Ну, вроде бы громилы нет, и это круто, потому что, ну, то есть выйти с локации, зайти. И самое главное... Так, подождите. Там, по-моему, самое главное вон бежит. Самое главное вон бежит. Он не даст нам ничего сделать никаким образом. То есть вообще никаких манипуляций, пока ты не сольешь громилу Шампи Бигван. Шампиньонский Бигван. Ну, короче, я думаю, что сейчас настало то время, когда мы будем просто-напросто расстреливать его миротворчиками. Сейчас пойдем домой. Возьмем чего-то побольше, симпатичных, отличных и, естественно, огнестрелов, и сразимся с ним. Мы уже на месте, то есть у нас есть вот она, крутая вышка, и теперь у нас таки побольше интересных огнестрелов. А что может быть лучше, как сражение с зеленым громилом? Во-первых, насчет громилы. Как бы там ни было, у него самая высокая броня, бронированный дядька со всей силы. До такой степени много брони, что он, ну, наверное, блокирует процентов до 80 урона, если глок бьет 20, а пробивает 1 или 2, 1, по-моему, то представьте себе, он бронированный на все 90%, даже больше, 95. Ладно, шоколадно, сейчас мы считать это не будем, но оружие такое, как миротворец, это генезисское оружие, пробивает ему семерочку, потому что имеет свойство просто-напросто. Конечно, имеет у него свойство пробития брони, снижения брони, короче, бронебойность. И мы просто-напросто, как вы видите, сражаемся с дядьком и сливаем ему все хп. Что хотел сказать по поводу биты. Бита очень неплохо. Если у вас есть бита с шипами, который открывает кровотечение, ты просто ударяешь активкой, выходишь на глобальную карту. Опять заходишь, опять ударяешь активкой, опять выходишь. Каждый раз он будет истекать кровью на 25 хп. Это достаточно экономно, потому что успевает он за это время максимум 2-3 раза тебя ударить. И ты выходишь, подхилился, опять заходишь. И вот такие вот качели разрывают нашего Шампи. The Шампи Big One. Хе-хей. Ну что, я так я с Англии, о да. Ну что, пишите, ребят, вы добрались уже до этой вышки? Вообще вам было интересно? Самое интересное это дальше. Потому что дальше вы увидите то, от чего я сам офигел, ребят. Просто офигел. До свидули, факидули. Теперь launch the drone. Сейчас мы быстренько должны запустить дрон. Ха-ха, круто. Итак, в стиле Арама сливаем громилу. И теперь мы делаем ветера, потому что мы запускаем дронидзе. Сигнал усилен. Как вы видите, написано, подождите, пожалуйста. И одеваемся, потому что, ну, голым как-то оно не то. Пока там этот дрончик летает, мы сейчас подождем чуть-чуть. Вроде бы сигнал теперь Western Watch Tower. Короче, теперь нам нужно вернуться на базу. И, конечно же, сделать ветера. Что у нас произойдет сейчас на глобальной карте? Вы будете тоже немного удивлены.
Итак, мы уже на месте. Я не хотел снимать просто-напросто вот эти передвижения по глобальной карте. Я опять апгрейдил твой интересный там усилитель сигнала. И посмотри, выйди на карту. Там, во-первых, мы получил еще один модуль на наш крутой квадрочоппер. Ну, вернее, как он там называется, дронидзе, на дрон. И мы сможем сейчас прям... все готово для того, чтобы просто послать сигнал и увидеть, что же, кто же вообще нам этот сигнальчик постает. Так, поется песня какая-то про New Eden, и мы сейчас его увидим. Да, ребят, прямо сейчас мы увидим New Eden. Ух ты, фиолетовая награда, фиолетовая карточка в наградах, вы видели? Что хотел сказать, New Eden, теперь откуда нам нужно узнать, откуда идет сигнал. И я в шоке. Мы сейчас с вами найдем локацию, город, которую мы ждали тысячелетиями. Просто тысячи... Я думаю, что не завтра она... Вот он, город, пригород, coming soon, пригород. Ау, да, только... Скоро пригород. Итак, вот он где, возле зимней локации у нас есть мост. И мы можем этот мост починить. Но когда ты приходишь на эту локу, тебе пишет: вот такая вот фигня. Представьте себе, мы можем там найти что? Давайте, включаем на максимум нашу... Что? Наше воображение. И, естественно, пишем в комментариях, что вы думаете там будет. Во-первых, там зимно. Ну, явно возле зимних локаций. Во-вторых, это реально город. Там я вижу какую-то церквушку, какие-то заброшенные здания, машины, куча движков, наверное. Как всегда можно будет находить. Самое главное, что... Я знаю, что вы сказали. Зарядности 4 хочется найти. Да, я бы очень сильно хотел бы тоже, чтобы нашлись зарядности 4. Но меня интересует новые боссы, новые приключения, чтобы эта локация была как бункер Альфа, как бункер Браво, как лаборатория. Не, лаборатория нет, как бункер Альфа, как бункер Браво, но как не лаборатория, потому что меня интересует только то, что проходится не за 12 секунд, не за 12 минут. Хочу отдельный контент. Хочу, чтобы можно делать паровозы, чтобы можно было сражаться там с боссами, чтобы они были такие, как слепой охотник. Потому что именно, как бы там ни было, слепой охотник остается самым крутым боссом, который был создан в игре. Потому что с него выпадают нормальные ресурсы. Да, я, если честно, сейчас очень сильно удивлен. Но это пригород, новая локация. А я жду ваши лайки, а мы ждем новую локу.